Имхо объективное, но самым лучшим элементом в шутерах от первого лица является именно анимация взаимодействия ручек персонажа с оружием. Осмотр, стрельба, естественно, перезарядка. И в 2019 году с выходом ремейка Call of Duty вселенная First Person перезарядок изменилась раз и навсегда. По крайней мере, в моем представлении. А так как я лидер мнений, то, соответственно, мое мнение является единственным верным и неоспоримым. А все, что я говорю, правда, достоверная информация и искренность. Иначе быть не может. И последние пару лет я очень сильно горю желанием сделать прикольные анимации от первого лица. Но вот все никак. Но время пришло и час пробил. Я начал изучать Blender и понял, что моих сил будет достаточно для того, чтобы начудить небольшую анимацию секунды в 3. Это я так думал. Тому, что получилось в итоге, даже я сам был удивлен. И кто перемотает сразу на анимацию, ну тот падла просто. Начнем с того, что нам необходим риг. А то есть сцена с руками, готовых для анимации. В сети Internet были обнаружены секретные забаненные риги. Ссылку на них оставить я не могу. Сказать мне тоже нечего. Среди всей кучки ригов я выбрал самый простой и в то же время стилевенький. Потому что, во-первых, я буду делать анимацию в немного таком мультяшном стиле, с конкретными преувеличениями. А во-вторых, нам не нужно отвлекаться на количество полигонов ручек. Графика не имеет значения в этом случае. Перезаряжаться будет пистолетик из Call of Duty М19. Но так как он слишком реалистичный, я немного подопустил ложка и, наконец, засунул его в руку. И так как на момент записи этого ролика я еще не имел данный мега-девайс, референсом для меня послужил банан и собственное воображение. План такой: подкинуть, достать магазин, осмотреть, зарядить, пострелять. И сделать интеграцию Warface минуты через 2-3. Ну, это вкратце. И тут у новичка сразу же может возникнуть огромный камень на пути изучения анимации, который отобьет все желание двигаться дальше. Привязка предметов. Как привязать пистолет к руке, чтобы подбросить его, затем отвязать, чтобы потом вновь привязать. Я даже не буду пытаться повторить, просто посмотрите, как вот этот мужичок на протяжении 30,5 лет пытается объяснить, как отвязать оружие от руки так, чтобы оно не исчезало и оставалось на месте с помощью невероятных костылей. Слава богу, что для блендера есть аддоны. Dynamic Parent, например. С его помощью я выделяю руку, затем пистолет. И нажимаю на кнопку. Пистолет привязан. Ну все. Делаю анимацию подбрасывания, нажимаю на другую кнопку, пистолет отвязан. Прокручиваю пистолет в воздухе, и сейчас вы видите таймлапс того, как моя не привыкшая к такому роду занятий жопа пытается приспособиться к такому роду занятий. Могу сразу сказать, что анимация — это дело такое, которое требует концентрации, внимания и усидчивости. Особенно на первых порах. Посмотрите, как эта штука новогодняя, да? Если вы человек, который играет в сюжетную игру, смотря при этом на фоне фильм, общаясь при этом с друзьями в Дискорде, ну... Не знаю, насколько вас хватит, но попробовать можете. А все потому, что для хорошего результата нужно очень много исправлять и переделывать. И быть готовым к тому, что, ну, что-то смотрится всрато. Удаляю, переделываю заново. И пока я тут гундосил, посмотрите, что я из прошлого сделал. Это еще далечайший не финальный результат, но, как мы видим, я сделал сильный импакт за счет преувеличенно вытянутых пальцев прямо перед кадром, когда рука хватает пистолет. Анимация хватания происходит за один кадр, и затем рука с пестиком отлетает дальше по инерции. Самой важной и сложной частью с анимацией были вот эти макароны. Вот, ребят, знакомьтесь, это кривые. Кривые — это мои подписчики, которые поставили лайк под этим видео или поставят его прямо сейчас. Да, ребят. Мне очень сильно повезло, что я не первый год знаком с этими работягами, и мне доводилось их дергать в After Effects'иках, SFM-чиках, фотошопчиках, а это значит, что я осведомлен принципом их работы. Поэтому для меня, вот честно скажу, это не было сложно. Так что быть, давайте я вам за 2 секунды объясню, как это работает. Значит... Но как вы хотели, все по чесноку. Короче, сбрасываю магазин и привязываю его к руке. Вот так.
Дальше делаю анимацию прокрутки магазина в руке, после чего я решил, что можно бы уже набросить небольшую анимацию на камеру, чтобы она подчеркивала мощные элементы с помощью подергиваний и потрясываний. Тут все так же, как и с любой другой косточкой. Подвигал, поставилась точка на таймлайн. Съехал по таймлайну немного дальше, снова подвигал камеру. И тем самым поставил точку. Потом опять. И еще раз. Я пока не стал трогать кривые, потому что это был просто тест. И вот, смотрите, что мы уже имеем. В области рукояти магазин немного клипается, но все это и многое другое будет исправлено еще 1000 раз. Но результат уже неплох. И помимо этого, прикол присутствует. Дальше в моей клоунячей натуре показалось мало одного жеста, и я наклоуничал еще. Магазин на базу. И если мы тщательно покадрово посмотрим, то можно обратить внимание, что магазин оказывается в пистолете в один кадр. Но за счет того, что рука перед этим медленно опускается вниз и затем резко поднимается наверх, анимация выглядит плавно и цельно, а также присутствует сильный импакт, шрифт такой. Это второй принцип анимации – подготовка или упреждение. Перед резким действием, например, взмахом руки, человеку необходима предварительная подготовка, а то есть увести руку назад, а потом произвести действие. Например, для действия прыжок, вы немного приседаете, а потом подпрыгиваете. Короче говоря, вот это отказное движение ссылается на реальную жизнь и помогает придать анимации больше реализма и эффектности. Есть еще другие принципы анимации, например, такие как «неважно». В общем, анимация первого подбирания и осмотра оружия завершена. Для позиционирования рук в позе бездействия я взял за референс положение пистолета из колды, просто добавив его на фон и подогнав примерно позу. Пришло время делать выстрел. И здесь я хотел найти промежуточный вариант между мультипликационными таймингами и преувеличениями и плюс-минус реалистичной отдачей. Вроде получилось неплохо. Затем я сделал комедию и завершил эту микроисторию уже не пистолета, а персонажа. Дальше моя любимая часть – саунд-дизайн. Делаю я его в Вегасе, тщательно подбирая необходимые звуки, накладывая их друг на друга и комбинируя. И наконец, смею предположить, но не утверждаю, самый просматриваемый момент этого ролика, ради которого мы все собрались. Неплохо, я считаю. Сейчас, спустя время, я могу сказать, что некоторые моментики я бы переделал и исправил. Но все же неплохо, я считаю. Пишите, пожалуйста, в комментарии мнение насчет перезарядки. Хочу сделать видео, где я делаю реанимацию, анимации перезарядки с какой-нибудь старой игры. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока!